Приветствую всех зрителей на моем канале, меня зовут Ирина. Подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое полезное видео. Сегодня хочу показать вам быстрый педикюр, комбинированный за 1:20 с дизайном и с покрытием. Как обычно, снимаю фрезой твердосплавное покрытие. У меня твердосплавная кукурузка с синей насечкой. Сразу же убираю длину ногтей кусачками и опиливаю форму. Работаю тоненькой пилочкой со сменными абразивами. Почему именно тонкой? Потому что ею удобно подобраться во все уголочки, аккуратненько запилить форму. Единственный минус такой пилочки, что металлической основой можно поранить клиента, если сильно надавливать на палец. Поэтому пальцами левой руки я хорошо отодвигаю пучечку, боковые валики и несильным нажимом опиливаю форму. Здесь девочка самостоятельно срезала длину очень коротко, и поэтому я подстроюсь под ее форму. Сделаю такую более кругленькую. Теперь пушером хорошо отодвигаю кутикулу, открываю подкутикульный карман. Это нужно для того, чтобы аккуратно прочистить зону кутикулы, синусы и боковые пазухи. Если мы не откроем подкутикульный карман, то можно будет легко порезать и пропилить ноготь. В работе у меня сейчас пламя с синей насечкой 23 диаметра. Обычно для педикюра беру именно с синей насечкой, потому что кожа тут грубее, чем на ручках, и ноготок толще. Сразу скажу, что в быстром варианте педикюра я не стараюсь вычистить все идеально пламенем, так как далее будет мацерация, и после мацерации я еще инструментом хорошо все вычищу. И уже чтобы выполнить всю пыльную работу, шлифую ногти бафом, чтобы потом к этому уже не возвращаться после мацерации. Пока я обрабатывала пламенем левую ножку, правая уже была в воде. Опустила левую и теперь достаю правую. Нанесла калус ремувер на стопу, обмотала пленкой и приступаю к обработке пальчиков. Вычищаю подногтевые валики, прохожусь еще раз в зоне кутикулы лопаточкой. Сразу делаю это на всех ноготочках. Теперь сразу на всех 5 пальцах срезаю кутикулу ножничками. Мне нравится срезать кутикулу в педикюре именно ножницами, потому что срез получается сразу ровный, аккуратный и не требует каких-то доработок. Но это только то, что касается кутикулы, остальное же дорабатываю накожницами. Это моя любимая часть в педикюре с мацерацией. Дорабатываю синусы, вычищаю птеригий еще разочек. Вырезаю кожицу, которая растет под кутикулой. Именно вычистив хорошо синусы и вот эту вот кожицу, которая под кутикулой, мы можем аккуратно и ровно покрыть потом гель-лаком. Если это не доработать, то лак ложится потом неровно.
И, конечно же, вычищаю подногтевые валики. Срезаю набившуюся кожу возле ноготочка накожницами. Ногти в данном случае склонны к врастанию. И если девочка долго не делает педикюр, с внутренней стороны начинают болеть пальчики. Именно в точках вроста. Там, где я сейчас вычищаю. Своих постоянных клиентов я уже знаю хорошо. Знаю, что им нужно. Где нужно вырезать побольше, где поменьше, где вообще не лазить в подногтевые пазухи. Все это очень важно. Когда клиент приходит впервые, обязательно интересуюсь. Спрашиваю, что делали раньше, как лучше, где болит, где не болит. Ну и, конечно же, советую со своей стороны, как будет лучше. Теперь снимаю пленку и вытираю хорошо ремувер. Далее педикюрной пилкой счищаю все, что размягчилось. В данном случае стопа не проблемная, без трещин, каких-то особых натоптышей. Если я вижу такие стопы, то делаю такой педикюр. Так получается быстро, и за 1:20 я все успеваю. Сначала обрабатываю стопу грубой стороной пилки, у меня она на 100 грит. Затем зашлифовываю все мягкой стороной на 180 грит. Если кожа слишком сухая, смачиваю водой. И обязательно при шлифовке стопы тоже смачиваю ее водой. Так лучше полируется, как мне кажется. Все, стопы готовы, смачиваю водой и наношу скраб. Массирую ножки. Скраб нужен для того, чтобы остановить действие каллус ремувера. Вот такой вот у меня скраб апельсиновый, обычный для тела. Это не важно, главное, чтобы он был мыльный. Промываю ножки в воде и готово. Теперь приступаем к покрытию. Как обычно, подготовила ногтевую пластину нейл-препом. В педикюре можно обойтись и без праймера. И покрываю тонким слоем базы. База должна быть обязательно жидкая. Никакого выравнивания. А для того, чтобы ногти в конечном итоге были гладкие, с идеальными бликами, изначально хорошо шлифуйте ногтевую пластину, чтобы она была уже ровной. Покрывать буду классическим красным 0,81 от Атики. Для того, чтобы поближе подобраться к кутикуле, левой рукой помогаю себе, отодвигаю кожу. Большой ноготь покрываю белым.
Белый у меня Нуб 48. Все ногти покрываю в 2 слоя. Покрываю топом. А на большом снимаю липкий слой с цвета, шлифую бафом, чтобы была матовая поверхность. И рисую цветы акварельными каплями от торговой марки Fox. Намечаю галочки кисточкой. Смачиваю кисть в спирте и размываю лепесточки. Даю первому слою слегка подсохнуть на воздухе и намечаю еще одни галочки между предыдущими лепестками. Опять размываю лепесточки. Серединку делаю черной гель-краской. В конечном итоге покрываю все топом глянцевым. И вот такой вот педикюрчик у нас сегодня получился. Если вам понравился сюжет или есть вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием все читаю и по возможности отвечаю. А я всем желаю хорошего дня, творческих успехов и здоровья. До новых встреч! Waking up in my bed, you're still stuck in my head. I'm not